Всем привет, меня зовут София, я американка. Если я могла бы закончить разговор по-английски, но в русском стиле, это было бы идеально. По-английски иногда трудно найти конец разговора, особенно когда разговариваешь по телефону. И мне нравится длиннее интереснее разговоры, но когда тема закончена, мы не можем сказать «до свидания» и все. И я думаю, что это была универсальная проблема до того, когда я начала изучать русский язык. Если я помню, я смотрела русский фильм, где там человек говорил по телефону с кем-то, с дочерью или с кем-то, и у нее была какая-то проблема, у него были мудрые слова, а в конце разговора неожиданно он сказал «ну все, пока», и даже не ждал ответа от ее перед тем, как он положил трубку. В США так не принято, так некрасиво делать, если ты говоришь с человеком, а потом... Это по-английски эквивалент как... Ой, а я не знаю, если это грубо по-русски, если что, извини. Но это эквивалент сказать что-то вроде как... Заткнись уже, как мне все это надоело, не будь таким скучным, у меня дело... Знаешь, София гопник. Первый раз, когда это бывало со мной, и друг мне сказал «все» в конце разговора, это было для меня очень резко, и это чуть не ранило мои чувства. Я не знаю, если ты меня понимаешь, но по-английски наше «до свидания» — это как развязка целого разговора. Мы закончим разговор с маленькими другими темами, а потом с маленькими фразами. Для нас разговор — это как марафон. Нельзя бежать и бежать, а потом сразу стоять на месте. Ты упадешь. Но это тоже может быть клетка, и труднее знать, где конец. То же самое, как это видео. Поэтому мне нравится русский стиль «до свидания». Ну все. Спасибо. И до встречи. Что сказал? Кнопочка лайк вниз? Ничего себе.